гладиаторские бои в Колизее вы, должно быть, слышали уже столько раз, что при необходимости сможете воспроизвести их в собственном дворе с потрясающим уровнем исторической достоверности. Поэтому сегодня мы поговорим о другом, гораздо на самом деле более популярном виде массовых развлечений Древнего Рима, а также не менее Древней Греции и уже средневековой, но тоже еще довольно дикой Византии. Наливайте кофе, садитесь поудобнее и послушайте о Формуле-1 классической античности, о том, как гонки на колесницах прошли эволюцию от жертвенных ритуалов до экстремального вида спорта, и о том, как однажды болельщики сгоряча сожгли Константинополь. Колесницы появились очень давно, но тем не менее это был уже прогресс по сравнению с предыдущим колесным транспортом. Колесница – это двуколка, двухколесная повозка, на колесах со спицами, а не на сплошных кругах, вытесанных из дерева. И изобретение колеса со спицами было настоящей технической революцией, поскольку это значительно уменьшало вес колес, не снижая их прочности, а уменьшение веса означало увеличение скорости. И в бронзовом веке колесницы начинают использовать в военных действиях. Фараон Рамзес в боевой колеснице врывается в строй хеттов и посылает вокруг себя смертельные стрелы. Но постепенно лошади стали больше и крепче, перестали приседать под весом всадников, и кавалерия вытеснила боевые колесницы с полей сражений. Только потом, когда уже праздновали победу, в нарядную колесницу впрягали самых лучших лошадей, и военачальник торжественно возглавлял парад – триумф. И изображения императоров в колесницах, запряженных четверками, шестерками и восьмерками, до сих пор высятся в бронзе и мраморе на крышах и триумфальных арках по всему миру. То есть к классической эпохе, о которой сегодня пойдет речь, колесницы уже превратились в парадный выезд и спортивный снаряд, в красивую память о ее боевом прошлом. По всей видимости, гонки на колесницах ведут свою историю от древних традиций погребальных спортивных игр. Для современного человека это звучит абсолютно дико, что люди на поминках вдруг вставали из-за стола и начинали боксировать, метать диск и бегать на перегонки. Но в нескольких древних цивилизациях, не только греческой, существовал такой способ чтить умерших воинов и героев. Гомер в «Илиаде» описывает подобные игры, устроенные Ахиллом в честь Патрокла. Игры были как бы продолжением жертв, которые тоже проводились на похоронах. Они были театрализованным представлением, прославлявшим силу и храбрость почившего, его воинские подвиги. Участники как бы жертвовали свои усилия, свою храбрость богам. И гонки на колесницах составляли непременную часть этих мероприятий. Существует также легенда, что якобы именно гонка на колесницах стала событием, положившим начало Олимпийским играм. У царя Иномая была дочь по имени Гипподамия, усмиряющая лошадей. И оракул предсказал, что ее муж убьет ее отца. Поэтому царь постановил, что любой молодой человек, который хотел жениться на его дочери, должен был попытаться увести ее на своей колеснице. А Иномай пустится вдогонку на своей, и если он их догонит, то он пронзит жениха копьем. Поскольку колесница царя Иномая была запряжена четверкой коней, подаренных ему богом Посейдоном, то шансов у женихов не было. Но однажды Гипподамия влюбилась в человека по имени Пелоп, и тот подговорил царского возничего заменить бронзовые оси колесницы Иномая на восковые. Естественно, во время гонки воск растаял, и царь упал с колесницы и погиб. После своей победы Пелоп организовал погребальные игры в честь Иномая,
чтобы очиститься от греха его смерти. И в них входили гонки на колесницах. Именно эти погребальные гонки, проводившиеся в Олимпии, якобы и вдохновили начало Олимпийских игр в 776 году до нашей эры. Более исторические свидетельства, а именно Пиндер, утверждают, что гонки на колесницах были добавлены в Олимпиаду только с 680 года до нашей эры, и что игры специально были продлены с 1 дня до 2, чтобы вместить бега. В любом случае, этот самый ранний источник по Олимпиаде уже включает гонки на колесницах в число 5 основных соревнований. Тогдашние колесницы были запряжены или парами, или четверками лошадей. Сами колесницы представляли собой плетеные корзинки, в которых возницы фактически стояли на оси колес. Никаких рессор не было, так что езда была, мягко говоря, тряской. Ипподром был сравнимого размера с современным. Количество кругов варьировалось в зависимости от мероприятия, но оно было довольно велико, часто больше 10. Участники стартовали против часовой стрелки, то есть налево. На повороте их поджидал легендарный Тараксип – ужас лошадей. Павсаний так описывает это место. Одна сторона ипподрома Олимпии длиннее, чем другая. На этой более длинной стороне стоит Тараксип. Он имеет вид круглого жертвенника, и когда кони пробегают мимо него, то сильный страх охватывает их безо всякой видимой причины, и от этого страха лошади приходят в смятение. Колесницы обычно здесь разбиваются, и возницы калечатся. И поэтому возницы приносят жертвы и молятся Тараксипу, чтобы он был к ним милостлив. Одни говорили, что там жил призрак царя Иномая, другие, что это было сакральное место Посейдона, хозяина всех коней. В любом случае, поворот, естественно, был самым трудным и опасным участком трассы, где происходило большинство несчастных случаев, безо всякого вмешательства потусторонних сил. Квадрига могла развить на прямой скорость мотоцикла. Повороты на концах ипподрома на такой скорости могли быть смертельны. Гонки на колесницах были чрезвычайно опасным видом спорта. В большинстве случаев владелец колесницы и возничий были разными людьми. Мы знаем, что однажды колесницы знаменитого полководца Алкивиада завоевали 1, 2 и 4 места в одной гонке. Очевидно, что он не скакал на всех своих колесницах лично. Но в принципе это не возобранялось, и некоторые хозяева колесниц рисковали собственной шеей и их превозносили за храбрость. Женщины могли быть хозяйками гоночных колесниц. К примеру, некая спартанская принцесса Киниска выиграла олимпийскую гонку на колесницах дважды. Один раз как владелица колесницы и один раз как возница. Но вообще спартанские женщины пользовались знаменитой свободой в те времена. Но большинство возничих были или рабами, или наемными спортсменами-профессионалами. Победители, независимо от их социального положения, получали славу и богатство. Мы знаем, что однажды, к примеру, победитель гонок был награжден 140 амфорами оливкового масла. Другими наградами могли стать зерно, бронзовые щиты и серебряные сосуды. Атлетов чествовали как героев. Но с наступлением римской эпохи это отношение резко изменится. В Древнем Риме гонки на колесницах стали самым популярным из массовых общественных развлечений, популярнее пресловутых гладиаторских игр. Кроме того, они проводились гораздо чаще. Гонки были неотъемлемой частью нескольких религиозных праздников, которых, как вы уже знаете, у римлян было пруд-пруди. Консулы были обязаны субсидировать бега в начале и в конце своих сроков. Императоры давали ежегодные игры в годовщину своего престолонаследия, а также в свой собственный день рождения и дни рождения своих предшественников. Начальники старались добиться популярности народа, организуя как можно больше мероприятий. Калигула спонсировал 10-12 гонок в день, Нерон 20-24 забега в день.
Комод однажды провел и субсидировал 30 гонок всего за 2 часа одного дня. Гонки на колесницах были частью легендарной истории Рима. Считалось, что Ромул, один из мифических основателей города, пригласил своих соседей сабинов посмотреть на гонки на колесницах. И пока гости глазели на лошадок, римляне похитили их жен и дочерей, потому что у них в ту пору остро не хватало женщин. Это называется похищение сабинянок, сюжет, вероятно, знакомый вам по многим классическим живописным полотнам. То есть гонки на колесницах являются частью мифа об основании Рима. И римляне обожали гонки на колесницах. В каждом приличном древнеримском городе существовал ипподром. В самом Риме их было несколько. Главным был Циркус Максимус, построенный на естественных склонах в долине между Палантинским и Авентинским холмами. Он имел огромную вместимость. Утверждается, что при императоре Трояне большой цирк мог вместить 250 тысяч человек. Скорее всего, это преувеличение, но 150 тысяч зрителей вполне вероятны. Перед началом каждой гонки на ипподром приносили позолоченные изображения богов во главе с Викторией, богиней Победы. Я уже как минимум дважды сообщала вам об этом милом римском обычае – притаскивать статуи богов на мероприятия и сажать их среди зрителей. То же самое делали на ипподромах. Там были специальные скамьи для богов, на той же скамье садился спонсор этого заезда, рядом находился вход в коридор, который связывал ипподром с императорской резиденцией. Места в цирке были бесплатными для бедных. Обеспеченные люди могли заплатить за место под навесом от солнца и с лучшим обзором. Места, расположенные ближе всего к дорожке, были зарезервированы для высокопоставленных лиц. Висталки занимали свои собственные VIP-скамейки. Один из концов ипподрома был закруглен, а на другом конце имелись пусковые ворота для колесниц. Теоретически они могли вместить до 25 квадриг в ряд. Барьер посередине вдоль трассы, спина, представлял собой канал с водой, где располагались большие счетчики пройденных кругов в форме дельфинов или яиц. Яйца были из истории Касторы и Паллукса, близнецов, родившихся у Леды после ее приключения с Зевсом, явившимся к ней в форме лебедя. Они считались божественными покровителями всадников и всего всаднического сословия. Дельфины же считались тогда самыми быстрыми из всех существ и символизировали Нептуна, бога моря, землетрясений и лошадей. Спина постепенно из простой канавы развилась в эдакое архитектурно-скульптурное недоразумение со статуями, стеллами и храмами, загораживавшими обзор зрителям на нижних, самых дорогих и престижных рядах. Римские гонки на колесницах были настоящим экстремальным спортом. Возничие были обязаны держаться в своей полосе в течение первых 2 кругов, но после этого они могли свободно бороться за позицию, подрезая соперников и двигаясь как можно ближе к разделителю. Нарочно вынудить противника врезаться в стенку не считалось нарушением. У лошадей, как вы понимаете, не было гидравлического привода, поэтому возничие обматывали вожжи вокруг талии и управляли колесницей весом своего тела. Они наклонялись в одну сторону и, соответственно, натягивали поводья, и колесница начинала заворачивать в противоположную сторону. На случай столкновения у возничего был такой серп, которым он должен был успеть перерезать вожжи и молиться, чтобы его выкинуло из колесницы до того, как он окажется в куче молей из коней, колес и оглоблей. Такие зрелищные аварии назывались науфрагией, кораблекрушением, и выжить в них было крайне проблематично. Соответственно, ожидаемая продолжительность жизни возничего была ниже плинтуса. И с точки зрения здравомыслящих римлян это не была хорошая карьера. И поэтому в римскую эпоху возничие считались людьми бесчестными.
В том смысле, что они были лишены чести и достоинства порядочных граждан. Возничие были маргиналами наравне с циркачами, гробовщиками, танцовщицами, проститутками и прочими акробатами. Ни один уважающий себя гражданин Рима не стал бы этим заниматься. Даже спонсировать возничего было в некотором смысле зазорно. Организовывать всю гонку, спонсировать бега было не зазорно, но наживаться на скачках, спонсировать колесницу считалось чем-то не вполне приличным, и это делалось через подставных лиц. Императоры, которые сами брались за вожжи или фамильярно общались с профессиональными спортсменами, как, например, Калигула или Нерон, входили в историю как презираемые и плохие правители. При этом римские возничие могли зарабатывать очень солидные деньги. Им, во-первых, платили гонорар уже просто за участие в бегах, а победителей могли награждать совершенно баснословными денежными призами. Первое место приносило до 60 тысяч сестерциев. За такую сумму можно было купить небольшую виллу или 20 рабов. Семья среднего достатка жила бы на эти деньги лет 5. Парадоксально, но при этом значительная часть возничих продолжала быть рабами. Разумеется, они не получали призовые деньги на руки. Они шли их хозяевам. И зачастую эти деньги составляли фонд выкупа возничего на волю. Но поскольку квалифицированный и ценный раб мог стоить очень дорого, его цена, в общем-то, назначалась самим хозяином, то даже зарабатывая большие деньги, рабы-возничие несколько лет работали на свою свободу, надеясь, что, освободившись, они станут очень богатыми людьми, если им, конечно, удастся выжить. Конкуренция была очень острой. Люди не стеснялись в способах обойти соперников. Многие пытались заручиться сверхъестественной помощью, закапывая таблички с проклятиями прямо на трассе, при том, что колдовство уже было запрещено и каралось смертью. Но можно было получить поддержку не от богов и духов, а от людей, вступив в спортивную команду. Эти команды были предтечами современных спортивных клубов и объединяли как возничих, так и их спонсоров и болельщиков. Изначально в Риме было всего 2 команды – белые и красные, посвященные зиме и лету. Потом их стало 4. Красные были посвящены Марсу, белые – Зефиру, зеленые – Матери Земле или Весне, а синие – Морю и Осени. Каждая команда могла выставить на гонку до 3 колесниц. Одежда возничих была окрашена в цвет их команды. Во время заезда вы могли объединиться и, например, выпихнуть соперника другой команды с дорожки или спровоцировать аварию. А после забега твои фаны могли накостылять врагам в темном углу за таверной. Синие и зеленые постепенно стали самыми престижными командами, поддерживаемыми как императорами, так и населением. Иногда во время гонок и после вспыхивали массовые столкновения синих и зеленых, чрезвычайно похожие на драки между футбольными болельщиками нашего времени. И к началу нашей эры синие и зеленые начинают походить уже не на спортивные клубы, а на политические партии, партии ипподрома. Когда император Константин I превратил город Византий в Константинополь и сделал его административным центром восточной половины империи, он восстановил городской ипподром и начал спонсировать гонки на колесницах, которым он отдавал предпочтение перед гладиаторскими боями. Вообще, будучи христианином, он не любил гладиаторские бои. Не думаю, что нужно объяснять, почему. Но гонки на колесницах продолжают процветать и развиваться. К примеру, в Византии были введены матчи-реванши между победителем и побежденным, в которых возничие, занявшие 1 и 2 место, менялись упряжками, и делался еще один заезд, чтобы, так сказать, нивелировать возможные технологические преимущества.
доказать, что побеждает не лошадь и повозка, а человек. Спортивные клубы синих и зеленых, унаследованные от римлян, теперь их называют демы, продолжали существовать. Постепенно демы стали центром социально-политической активности самых широких кругов Константинополя. Они сочетали в себе черты уличных банд и политических партий. Они пытались повлиять на имперскую политику и одновременно по темным углам избивали конкурентов. С другой стороны, император мог обратиться к демам, чтобы они посодействовали ему в его начинаниях, и зачастую это было более эффективно, чем полагаться только на административный аппарат. И в результате в Константинополе ипподром становится самым большим и наиболее используемым местом для выражения общественного мнения, причем вслух и перед императором. Простые люди, придя на бега, могли заодно сообщить присутствующему там же императору все, что они думают о нем, о его реформах и о бюрократах. В 498 году толпа выразила свое недовольство императором Анастасием, забросав его ложу градом камней. А в 512 году тот же император настолько струхнул перед энергичным общественным гневом на ипподроме, что публично заявил, что он готов отречься от престола. Толпа удивилась, умилилась такой кротости и сменила гнев на милость. Но 30 лет спустя новому императору Юстиниану придется еще круче, и одними криками и угрозами и камнями в тот раз не обойдется. Император Юстиниан I был человеком незаурядным, очень энергичным. Его называли императором, который никогда не спит. Он происходил из крестьянской семьи. Его дядя выслужился до начальника имперской гвардии, а потом и до императора. И после него Юстиниан становится императором Византии. Став императором, Юстиниан женился на своей старой подруге Феодоре, которая в юности была в лучшем случае акробаткой, а в худшем площадной девкой. То есть я хочу заметить, что Юстиниан был человеком решительным и без предрассудков. Он считается одним из величайших монархов раннего Средневековья. Но в 5-й год его правления Юстиниану пришлось пережить страшную неделю, которая началась, вы угадали, на ипподроме. В годы его правления соперничество между синими и зелеными в городе все чаще перерастало в вооруженные разборки со смертельными исходами. Сам Юстиниан был по молодости сторонником синих, но, вступив на трон, он постарался занять более нейтральную позицию, чтобы выглядеть беспристрастным. И в случае серьезных инцидентов виновных арестовывали вне зависимости от того, к какому спортивному клубу они принадлежали. Так вот, в самом начале января 532 года в городе произошла колоссальная драка между партиями, приведшая к человеческим жертвам. Много участников были арестованы и 10 приговорены к смертной казни. 10 января их вывели на эшафот, 8 успешно повесили, а 2 сорвались. Веревки порвались. Это случалось. И по тогдашним правилам их бы не постеснялись вздернуть еще раз. Но монахи быстро унесли их к себе в церковь, где они были в неприкосновенности. Христианские церкви, так же как в предыдущее время некоторые языческие храмы, являлись священным укрытием. И интересно, что один из этих 2 выживших принадлежал к партии синих, а другой к партии зеленых. Поэтому, когда императорские войска оцепили храм и фактически взяли монахов и сбежавших преступников в осаду, вокруг столпилось многочисленное представительство как от синих, так и от зеленых, то есть значительная часть взрослого населения города Константинополя. Все требовали помиловать заключенных. И когда Юстиниан проигнорировал их требования, начался один из самых масштабных и кровавых бунтов в истории Византии. Юстиниан, по-видимому, был в наивной убежденности, что зеленые и синие никогда не объединятся. Их соперничеству было уже несколько столетий.
Но оказалось, что если обидеть тех и других, после чего встать в позицию, противопоставляющую себя всем, то даже закоренелые спортивные враги могут объединиться. Проблема была, конечно, не только в двух недоповешенных хулиганах. Положение нового императора было шатким. Он пытается вести войну с персами, не очень успешно. Он вводит новые налоги, разумеется, повышенные. Он борется с коррупцией и взорвавшимися аристократами. Жена у него, мало того, что сомнительной репутации женщина, она еще и пытается вмешиваться в политику. Его попытка встать над традиционным соперничеством зеленых и синих выглядела для большинства простых болельщиков не как непредвзятость, а как неуважение к традиции. Короче, против Юстиниана накопилось уже достаточно обид. И эта история была только окурком, брошенным в контейнер с сухими листьями. И канистра керосина под ними. Нормальные императоры в случае риска массовых беспорядков отменяли игры и фестивали. Но Юстиниан заявил, что запланированные гонки колесниц на январские иды пройдут обычным образом. Он, видимо, надеялся, что это развлечет и отвлечет общественность. В результате 13 января ипподром заполнила разгневанная толпа, и начавшиеся скачки не отвлекли ее и не разделили. Люди не болели за свои команды. Вместо этого к концу дня весь стадион хором скандировал: «Ника! Ника! Победой! Победой!» И кто-то предложил штурмовать императорский дворец, что было с энтузиазмом подхвачено. К концу следующего дня в городе был уже полный хаос. Начались пожары, грабежи и мародерство, и представители от спортивных хулиганов требовали от императора увольнения конкретных администраторов, чья работа, между прочим, никак не влияла на жизнь простого люда, только аристократии, что заставляло задуматься, кто стоит за всеми этими безобразиями. Юстиниан пытался умилостливить подданных, он соглашается на увольнение, но в благодарность те совершенно обнаглели и заявили, что не хотят видеть его императором, и провозглашают императором престарелого племянника позапрошлого императора, некоего Ипатия. По слухам, этот Ипатий не только не хотел на трон, но пытался спрятаться от бунтовщиков под лавку, но его нашли и с триумфом на руках донесли до ипподрома, где происходила основная движуха. Осажденный в своем дворце, Юстиниан подумывал бежать, но его жена Феодора выступила с речью, сказав примерно следующее: «Всем когда-то рано или поздно придется умереть, и если вы, джентльмены, хотите бежать, то вот вам порт и вот корабли. А я лично не желаю расставаться со своим титулом и верю, что пурпур – это самый лучший саван». Юстиниан взбодрился, достал из закромов мешок с золотом, выдал его своему верному евнуху, чтобы тот отправился прямиком к лидерам синих, и сказал им, что Юстиниан поддерживает их, а не зеленых, передает им привет и деньги, и напоминает, что Ипатий, которого они пытаются кликать в императоры, принадлежит к зеленым. Так ему наконец-то удалось создать раздор между партиями. Синие начали покидать ипподром, а потом туда были стянуты правительственные войска, которые теребили всех оставшихся внутри, не глядя на командную принадлежность. Утверждается, что в тот день, 18 января 532 было убито 30 тысяч человек. Бунт был подавлен, а Юстиниану пришлось фактически заново отстраивать Константинополь. Пожары уничтожили большую часть города, включая собор Святой Софии, который Юстиниан же и построил. Ему придется строить его заново. В 541 году он издаст специальный закон, по которому гонки на колесницах отныне могут спонсировать только императоры. Популярность гонок на колесницах начнет идти на спад, и постепенно они совершенно прекращаются. Почти до самого XIX века трезвые люди не пытались устраивать гонки на упряжках, хотя соревновались верхом. Только в XIX веке начинается возрождение этого спорта.
Хотя колесницы, конечно, изменятся. Изменятся и лошади, появляются рысаки, никогда не срывающиеся в галоп и всегда идущие рысью, плавным аллюром, гораздо более безопасным для седаков в экипаже. Но когда возродили Олимпиаду, туда ни скачек верхом, ни бегов в упряжке не включили. Сейчас это отдельные соревнования, потому что, вопреки тому, что думали в Византии, современные олимпийские авторитеты считают, что скорость, с которой вы перемещаетесь с помощью лошади, зависит от лошади, а не от человека. А Олимпиада не предназначена для соревнования лошадей. Как вы думаете, кто прав? Византийцы или Олимпийский комитет? Кто важнее, лошадь или возничий? Я не знаю, я никогда не общалась с лошадьми. На сегодня все. Спасибо вам за внимание. Напоминаю о существовании кнопки «Лайк». На кнопку «Дизлайк» не обращайте внимания, она там чисто для симметрии. Всего вам доброго, до новых встреч!